Камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин World Rally. Многие, кто покупают камеры, кто давно покупают камеры, кто уже разобрались, что есть кто на AliExpress, знают, что этот магазин, они имеют свой сборочный цех, они сами закупают комплектующие и сами собирают. При этом на странице товара указывают подробную информацию о камере. Что, как, какой угол, насколько, куда подключается, на компьютер как подключать, программа CMS, VMS, как настраивать. Все моменты, очень подробная информация именно на этом магазине. И это не реклама, потому что иногда я заказываю такие камеры у них. И там можно получить, наверное, процентов 98 гарантии, что придет тебе именно то, что ты заказал. Вот такая простая упаковка, без всяких реклам. Здесь на наклейке именно то, что соответствует камере, модель ее. 8 мегапикселей, POE аудио, 2,8 мм объектив, 12 вольтами также можно питать камеру, юзер-админ, пароль пустой по умолчанию и IP-адрес 192.168.1.10 говорит о том, что это XMI-евская камера. Также ты можешь заказать в различных корпусах. Сразу скажу вам, что по истечению времени в таком корпусе камеры я заказывал и с разными прошивками, там под разные приложения, с разными матрицами. То есть ты такую камеру можешь видеть, но она не обязательно, вот как моя на видео с характеристикой. В этот корпус можно поместить различную начинку, различные приложения с различным разрешением, объективы и все остальное. Данный вариант 8 мегапикселей, и там на странице, там где я оставляю ссылку, ты можешь зайти и заказать 3-мегапиксельный вариант с Sony матрицей EMX307, 5-мегапиксельной Sony EMX335 и 8-мегапиксельный, вот как я заказал, Sony EMX415. На отводе кабеля видим адаптер POE. То есть эта камера может одним кабелем питаться по 48 вольт POE, напрямую к твоему видеорегистратору POE и POE коммутатору. Или блоком питания ты на большой, до 100 метров можно питать по одному кабелю при помощи POE блока питания. Дальше буду подключать, покажу. Есть вариант, вот смотрите, если вы закажете с аудио, то встроенного микрофона в камеру нету, вот нигде. А микрофон нужно будет докупить вот такой вот внешний. Многим нравится это, говорят, что плюс. Кстати, напишите, чем лучше выносной микрофон внешний, чем встроенный в камеру. Напишите в комментариях. И кто использует вот такие микрофоны внешние рядом с камерой, напишите их плюс. Вот такой вот микрофон. Коробочка, все. Также можешь заказать отдельно, и именно подключение происходит в аудиоразъем. Переходничок такой вот, также в комплекте с микрофоном идет. Один момент по микрофону, что нужно на него подать питание также. Если без аудио, то просто этого на кабеле отвода не будет. Но также есть возможность самому разобрать камеру и установить микрофон. Кому интересен этот момент, я делал это на нескольких камерах. Кому нужно, ссылку я оставлю на это видео. Указано, что стоит объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм. Вот он именно. Там также у него на странице есть табличка, где ты можешь разобраться и понять, какой объектив тебе нужен по метражу, угол, какой будет при том или ином фокусном расстоянии. Это тоже очень важно, потому что простой человек, который не знает, вот первый раз покупает камеру для себя, помогают именно эти таблички. Возможность есть там заказать от 2,8, 3,6, 4, 6 и 8, кажется, тоже. Чем еще этот магазин хорош? Тем, что на одном странице вот камеры, вот этой, к примеру, в корпусе, различные вариации, как по объективу, так и по начинке. Какая матрица ты можешь выбрать. Также ты можешь выбрать камеру с POE или же просто 12-вольтовое питание. Крепежный элемент, муфта на RJ45, стандарт на все и стандартная инструкция.
Старенькая, уже давно таких я не видел. XMI, облако XMI, приложение XMI, и эта камера напрямую будет совместима и будет работать с твоим XMI видеорегистратором. Функции все, которые в ней, а дальше посмотрим. Подключу я к видеорегистратору и посмотрим, что имеет эта камера. Определение силуэта человека, думаю, есть 100%. По лицу также посмотрим. По автомобилям также в эти камеры они устанавливают матрицы со светодиодами двойного назначения. Идет здесь половина инфракрасного, половина белого свечения светодиода. То есть камера имеет 3 ночных режима, и по человеку или по движению, которому ты поставишь, она может включать белое свечение на какое-то время, потом выключать. Или же просто работать в незаметном, в обычном черно-белом, плюс инфракрасное незаметное глазу свечение светодиодов. И чем мне нравится этот корпус, что он полностью, во-первых, из алюминиевого сплава сделан, металлический. Во-вторых, с камер в таком корпусе всегда хорошая картинка без засветок от ИК светодиодов в матрицу. И вот эти 4 линзованных светодиода всегда дают мощную подсветку ночную для этих камер. То есть удачное расположение ИК светодиодов и объектива. Без всяких засветок все это работает. Камера разбирается, сейчас разберем, посмотрим, что внутри. По кронштейну есть моменты. Эту камеру как бы не под всем углом, под обычным углом-то ты настроишь, поставишь, а вот где-то в необычном месте, там, где вот эти кронштейны проще настраивать, которые шаровый механизм имеют и поворота угла, то здесь момент немного вот с этой ножкой не совсем удобен. Но один раз камеру настроить, закрепить, все фиксируется хорошо, прижатием равномерных этих 3 винтов. Ты отпускаешь и потом установил угол как надо и прижал. Что представляет собой современная IP-камера. 2 винта выкрутил. И сборка у нас на передней части состоит всего из 2 модулей. Модуль первый на алюминиевой подложке. Модуль с ИК LED светодиодами под линзами. Все это меняется, все это продается, размеры снимаешь, и в запчастях также на этом магазине, кстати, очень много чего можно заказать для самостоятельной сборки камеры. Кому интересно, также можно, там и платы видеорегистратора можно также заказать. На процессоре стоит алюминиевый радиатор, и указывает продавец с каждой матрицей, какой идет процессор. Маркировка, все прописано. Поэтому вы также можете с этим ознакомиться. Простейшее подключение камеры по POE. POE видеорегистратор, кабель от него тянешь и подключаешь камеру в POE адаптер. Здесь монтируешь муфту из комплекта, и у тебя здесь получается герметичный разъем. Показывал я, как муфту монтировать и какие есть нюансы, также есть отдельно видео. Но желательно этот все равно будешь в распредкоробку герметичную рядом с камерой устанавливать, если это на улице, не под крышей, нигде. Желательно в коробку это все размещать. Второй вариант от POE коммутатора также. И в свободный разъем POE коммутатора или POE видеорегистратора 48 вольт. Если подключаешь POE блоком питания, например, нужно тебе эту камеру просто одиночным блоком питания подключить POE на расстояние там до 100 метров кабеля. Вот такой вот блок питания. Есть более мощные. 48 вольт, 0,5 ампера. Розеточный вариант. Подключаешь камеру этим кабелем, который там до 100 метров будешь вести камеру. Подключаем в разъем POE. Берем кабель от роутера, другой конец свободный разъем твоего роутера домашнего. Также подключаем в разъем LAN. Все указано. Подключение уже готово. Подключаешь блок питания в розетку 220. Здесь есть индикация. Камера щелкает ИК фильтром. Может даже и мигнула светодиодами, не заметил я.
Никаких голосовых подсказок не ждите, потому что динамика нету. Добавление камеры на видеорегистратор. Ничего я не делал. Захожу на свободный канал видеорегистратора, жму плюс. Автоматический поиск в верхней рамке находит камеру под названием localhost, это обычная. И неизменчивый IP-адрес у нее внутренний остается 192.168.1.10. Просто 2 раза кликаю по этой камере. Автоматом добавилась она на свободный канал 16, из которого я заходил. И уже связанная. Остается нам внизу нажать «Применить» и «Выход». И получаем картинку с камеры. Уже на 16 канале видеорегистратора. Дневная картинка с камеры, с монитора видеорегистратора на отличном уровне. Заметна разница между камерами с обычными матрицами и Sony матрица. Ну и, как вы, наверное, многие уже знаете, Sony матрица показывает себя наилучшим образом. Это ночью. Ночная картинка у нее должна быть намного лучше, чем у камер с обычными матрицами. У нее светочувствительность лучше. Многое еще зависит от объектива, установленного в камеру. Это вы тоже учитывать должны. И тут на первый план выходят вот именно те магазины или сборочные цеха, которые ответственно к этому подходят, которые выбирают не самый дешевый объектив. Сейчас, правда, уже такой проблемы нету. Раньше явные были проблемы с объективами, с простыми, вот не варифокальными. Где-то в углу смыливание было, какое-то пятно где-то так, что вроде бы камера не фокусируется в каком-то месте. Но это в основном было некачественные объективы. Сейчас их нету с такими проблемами, но все равно объективы различаются. Есть объектив, который дает лучшую картинку, есть объектив, который дешевле и дает картинку худшую. Вроде смотришь, никаких грехов нету, там никаких смыливаний, но картинка какая-то вот не такая, какая-то мутноватая, вроде и Sony матрица стоит. Вот в данном моменте объектив стоит достойный, хороший объектив и хорошая матрица. Соответственно, получаем хорошую дневную картинку, по ночной посмотрим дальше. Берешь даже вот так вот цифровым зумированием, приближаешь объект, и не та потеря качества, как у обычной матрицы будет. Ну и, соответственно, сразу по выбору, вот скажете, там есть 3-мегапиксельные Sony матрицы, 5-мегапиксельные или 8, какую мне брать? Если тебе важно разрешение хорошее, то это, соответственно, 8 мегапикселей бери. Получится у тебя, например, если ты вот так цифрой приблизил вот ту область, и она у тебя будет более четче, чем если ты приблизишь вот так же на 3-мегапиксельной матрице или на 5-мегапиксельной. 5-мегапиксельная, наверное, оптимальнейший вариант, потому что там есть возможность установить 25 кадров в секунду. Вот в этой матрице 4К максимум 15 кадров в секунду. Опять же, для видеонаблюдения 15 кадров в секунду вполне таки хватает, но кому нужна более плавная картинка, не знаю для чего, то ваш вариант Sony 5-мегапиксельная IMX335. 3 мегапикселя, ну не знаю, кому нужно. Говорят, 3-мегапиксельная именно IMX307 лучше всего показывает ночью. Да, у нее хорошая ночная картинка, но я не скажу, что вот IMX415 или 335 намного хуже ночная картинка, чем у IMX307. Вы пишите свои соображения по этому поводу в комментариях. Обязательно делитесь своими наблюдениями. Так, картинка, конечно, просто хочется смотреть. Вот и номера различимы, если стоп-кадр, конечно, сделаем. А так, в ходу, то при такой количестве кадров видите, что движущиеся предметы, ну, как бы нужно останавливать, чтобы рассмотреть. Если в движении хочешь поймать и рассмотреть, то, ну, сейчас вот можно рассмотреть не то движение, то должно быть большее количество кадров. С видеорегистратора можем увидеть характеристики по камере, на 16 канале добавлено. Также здесь мы можем поменять разрешение, есть возможность смены разрешения, 4 мегапикселя 5 поставить, и при этом ты получаешь 25 кадров в секунду. При уменьшении разрешения увеличиваются кадры в секунду. Также и 3 мегапикселя, и 2 можно в этой матрице менять, ставить. Поэтому
Тут уже смотри, стоит переплатить эту тебе взять, уменьшить разрешение и увеличить количество кадров. Ну или же брать чисто 5-мегапиксельную Sony. 15 кадров, видите, все, больше не поставишь. 17-15 кадров по максимуму при 4К максимальном разрешении. Кадры, то есть формат сжатия 265, 264 старый, двухформатная камера. По тревоге автомобили не поддерживает этот вариант камеры. Прошивки нету в ней такой. 16 канал. Обнаружение силуэта человека и фиксация лица человека в этой камере есть. Также ты можешь установить область. Все это можно делать с программой VMS-CMS на компьютере и с приложения XMI или ICC на смартфоне. Ты можешь эту камеру оттуда, отовсюду отслеживать, где хочешь. На FTP сервер присылать будет она тревожные записи, фото. Все это можно настраивать. Выделить людей, показать следы. Все с видеорегистратора можно делать, а также с программ на компьютере. Отличная картинка днем и также ночью. По чувствительности, по людям сразу скажу, что не на высоком уровне, наверное, на среднем где-то уровне чувствительность. По лицам также рядом только надо к камере подходить, и тогда она зафиксирует лицо. Там на расстоянии 10 метров люди проходят, то есть она лица не фиксирует. Кстати, прошлая камера поворотная с варифокальным объективом с 5-кратным зумом оптическим, также Sony Matrix MX415, тот же самый процессор, видно, установлен. Точно такие показатели по чувствительности, по людям и по лицам. Не та камера, которая чувствительна по людям. Поэтому здесь нужно учитывать. Плюс ее основной — это картинка, отличное разрешение, возможность смены разрешения. Переключал я и в 5 мегапикселей. Видно, что картинка с 4К разрешением более четкая. 5-мегапиксельная такая она, но она более плавная, потому что есть возможность 25 кадров в секунду поставить. И это также заметно по картинке и дневной, и ночной. Управление ночными режимами с видеорегистратора возможно, но с веб-интерфейса камеры, на компьютере программа CMS, более глубокие настройки, есть варианты включать принудительно и отключать белые и инфракрасные светодиоды. С приложения на смартфоне и с видеорегистратора чисто ты можешь поставить или постоянно белое свечение и цветной режим, или же выключить черно-белый постоянно, или по людям включать белые светодиоды и выключать. А смотрите, на компьютере, я зашел, картинка с камеры, конфигурация устройства, настройки камеры, день-ночь. Здесь несколько моментов. Цвет понятно, черно-белый понятно. Стоит час по людям, человек идет, включает белые светодиоды, включает запись. Этот раздел сейчас стоит по движению, по детекции включения. Поставить Star ИК и подтвердить ОК. Мы выключаем светодиоды. И камера переходит в цветной режим. Светодиоды полностью отключены, и она в цвете. И это тот момент, когда если у тебя здесь есть уличное освещение, это отличный вариант работы камеры ночью в цвете. Смотрите, там, где уличный фонарь есть, то отлично камера будет работать. Я вам больше скажу, если у вас такой фонарь уличный будет стоять рядом с камерой, она не будет переходить в черно-белый режим в автомате. Она будет в цвете показывать. И до утра, в общем-то, пока свечение будет, дополнительное освещение, камера будет отлично показывать в цвете. Смотрите, темно здесь полностью, и камера и то видит. Это говорит о том, что Sony матрица — это светочувствительная матрица. Обычная матрица, когда камеру переведешь в этом месте в цвет без дополнительного освещения ночью, здесь просто будет черная территория, темная полностью. А там, где цвет, будет видеть она, что желтым фонарь светит. В варианте Sony, плюс еще, если включишь ты ей ее светодиоды белые, ей вполне их хватает, даже с большей высоты, чем у меня установлено. Она будет отлично
работать со своим дополнительным освещением. Вот Intelligent Infrared, ну, почему-то у нас запускает режим полноцветного видения ночью, и плюс вот она задействовала свою часть светодиодов белую, и ей вполне хватает. И она так может до утра работать в автомате, потом перейдет просто выключиться, когда будет рассвет на улице, выключит свои белые светодиоды и останется в цвете. То есть тут вариант с веб-интерфейса более гибкий по включению-выключению светодиодов. Перевожу камеру в черно-белый режим принудительно, и она ни на что не будет переходить, ни на людей, ни на что, вот именно в черно-белом, с использованием инфракрасных светодиодов, обычный режим камеры. Что тут можно сделать? Можно выключить инфракрасные светодиоды с веб-интерфейса. ИК-инвертор, ставим галочку и жмем ОК. И у нас черно-белая картинка получается без включения инфракрасных светодиодов. То есть светодиоды вообще никакие не задействованы. Камера ИК-фильтр перевел ее в черно-белый режим ночной. И вы видите, также она видит хорошо ночью и в черно-белом без дополнительного освещения. Там, где свет яркий, то видно, что прям засветка хорошая. А тут вот такой вот черно-белая такая картинка без включенных ИК светодиодов. Проехал автомобиль и немного светом фар засветил камеру, и она перешла в цветной режим. То есть это говорит о том, что именно фотоэлемент настроен на минимальную освещенность, и камера может работать в цвете при минимальной освещенности. Вот она самая последняя перешла в черно-белый режим ночной, уже все мои камеры попереходили. Она долго держалась в цвете, и при этом картинка была на очень высоком уровне. Выглядываешь в окно, вроде бы уже на улице и сумерки, темно практически. А смотришь в камеру, она в цвете показывает, и довольно-таки хорошо. Ну, заслуга Sony Matrix. Тут никуда не денешься. И в этой камере именно Sony Matrix и установлена. Поэтому заходите на магазин, это не реклама никакая, просто советую вам. Понятно, что везде человеческий фактор, все может быть. Кто заказывает, также напишите комментарии о этом магазине, как вам он. Можно лично связаться с продавцом, но если у вас будет терпение, кто может с ними долго переписываться, то можно под заказ, мне кажется, даже заказать кое-что, чтобы вам собрали, что вам нужно. Вот какой минус в этой камере, хотелось бы, конечно, чтобы был встроенный микрофон, чтобы не химичить, самому это все не ставить. Поэтому, мне кажется, можно связаться с ним и заказать именно такую камеру, вот если в таком корпусе хотите, чтобы он вам встроил микрофон. Всем удачи, до следующих видео, подписывайтесь на канал, потому что в дороге еще много интересных камер, оставляйте свои комментарии и в Telegram заходите, там вам продаю то, что показываю на своих видео по цене AliExpress в Украине. Все полезные ссылки в описании и в комментарии в закрепленном. И также на камеру оставляю. Всем удачи, до следующих видео.